Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Польза и вред липового чая. Советы по применению и лечебные свойства напитка. Медовый запах, благоухание на всю округу, нежные желтоватые цветки. Именно такие ассоциации возникают, когда мы говорим о липовом дереве. Многие считают это растение российским, но мало кто знает, что на самом деле его родиной является Европа. Широко известен и липовый чай. Подробнее о его пользе и вреде для женщин и мужчин, способах заварки цветов липы расскажем ниже. В ходе научных исследований было установлено, что цветы обладают уникальным составом. Магний, железо, кальций, калий, аскорбиновая кислота, салициловая кислота, сахар и полисахариды, талицин, каротин, природные антиоксиданты, флавоноиды, сапонины и другие элементы. Огромное количество витаминов в липе, полезных микроэлементов, эфирных масел – вот чем полезен липовый чай для женщин и мужчин. Энергетическая ценность чистого напитка без добавления сахара, меда и других компонентов составляет 21 килокалорию. Данный показатель рассчитан на 100 грамм сухой смеси напитка. Таким образом, калорийность одной чашки не превысит 2-3 калории. Польза подкреплена многочисленными клиническими исследованиями. Было установлено, что вещества, входящие в состав, имеют противовоспалительные свойства. Кроме того, это отличный природный антисептик, который убивает вредоносные бактерии в организме человека. Чай отлично помогает при бессоннице, хорошо успокаивает, снимает напряжение. Так, выпивая всего одну чашку вечером, сон будет крепким и здоровым. Вы легко сможете переносить стрессовые ситуации, станете спокойнее, уравновешеннее. Напиток, приготовленный из цветков липового дерева, очень положительно влияет на женский организм. Дело в том, что в нем содержатся фитогормоны, которые по своему составу очень схожи с эстрогеном. Итак, врачи выделяют следующие положительные эффекты на организм женщины. Восстановление гормонального дисбаланса, обезболивание при болезненных менструациях, нормализация цикла, уменьшение дискомфортных ощущений при наступлении климакса. Считается также, что напиток обладает омолаживающими свойствами. Чай из липы положительно влияет и на мужской организм. Так, представители сильной половины человечества могут надолго забыть о заболеваниях, к примеру, предстательной железы. И, как показывает практика, результат действительно впечатляет. Вот один из самых эффективных рецептов. Веточки липы сжечь, а угли измельчить до состояния пыли, которую заливаем кипятком. На протяжении 3 недель необходимо пить данное средство 3 раза в неделю. За один раз мужчина должен выпивать 100-120 мл такого напитка. Отвар из ароматных цветков отлично помогает справиться с повышенной температурой. Так, выпивая 2-3 чашки в день, человек начинает обильно потеть, благодаря чему нормализуется температурный показатель. Сильный жар часто возникает при вирусных заболеваниях или воспалениях. Употребление на ночь поможет справиться с этим неприятным недугом. Для беременных чай на липовом цвете имеет множество полезных и лечебных свойств. Находящимся в положении не рекомендуется употреблять синтетические медикаменты и, в принципе, сильно действующие препараты, но их легко можно заменить очень вкусным и полезным натуральным отваром. Кроме того, его употребление в умеренных дозах является отличным средством для профилактики гриппа, ангины, ОРВИ. При этом ничего не навредит женщине и ее будущему малышу, а большое количество железа в составе будет отдельным плюсом. Польза липы для женского организма объясняется еще и тем, что в цветках содержится большое количество витаминов. В период беременности отвар помогает женщине справиться с отеками, насыщать организм необходимыми микроэлементами, которые очень положительно воздействуют на психику и формируют нервную систему младенца. Пить его можно и при грудном кормлении. Конечно, прием должен происходить в умеренных дозах и по согласованию с лечащим врачом. Малышам нельзя напиток, пока им не исполнится полгода. Но и после наступления этого возраста, если хотите угостить кроху, лучше заранее посоветоваться с педиатром. Ведь организм каждого человека индивидуален. Польза для похудения.
Доказано, что аромат соцветия способен снижать аппетит. Поэтому в целях снижения веса можно не только пить вкусный чай, но также делать ароматные ванны. Дело в том, что в липе содержатся эфирные масла в высокоактивных дозах, которые способствуют здоровому постепенному снижению веса. Так, берем 10 столовых ложек сырья и заливаем 1 литром горячей воды. Полученную жидкость настаиваем на водяной бане в течение 30 минут. Затем процеживаем через марлю и выливаем в теплую ванну. Помимо отвара можно также использовать эфирное масло. Добавив несколько капель, купаемся как обычно. Таким образом исчезает чувство голода, а кожа обретает гладкость и бархатистость. Рекомендуется принимать липовые ванны по 10-15 минут. Что касается периодичности, то в первый месяц делать такие процедуры необходимо 1-2 раза в неделю, а затем можно уменьшить количество до 1 раза в 2 месяца. Специалисты заверяют, что при грамотном подходе за 1 месяц можно похудеть на 6-8 кг. При этом, конечно, нужно придерживаться здорового питания и выполнять физические упражнения. Простой рецепт заваривания чая. На одну чашку берем 1 чайную ложку заварки с горкой и заливаем стакан горячей воды. Настаиваем 10 минут. Затем процеживаем через марлю или ситечко. Это, пожалуй, самая легкая рецептура. Также рекомендуется сахар заменить небольшим количеством меда. Чай от этого станет еще ароматнее и полезнее. Заготовка цветов липы. Время цветения дерева наступает, как правило, в конце июня. В среднем оно цветет всего 10-15 дней, поэтому нужно в этот период успеть сорвать цветочки. Желательно собирать их в середине периода цветения, так как в этот момент они полностью созрели, поэтому будут максимально полезны. После сбора растения промывают и перебирают. Если есть испорченные веточки, выбрасываем. Случайно попавшиеся листья также хранить не нужно. Итак, чистые хорошие цветочки раскладываем на полотенце тонким слоем и оставляем сушиться на солнышке. Они не должны лежать горкой, так как не смогут хорошо просохнуть. Если живете в частном доме, просушить липу можно под открытым небом. Весь процесс займет несколько дней. Категорически не рекомендуется для сушки использовать какие-либо устройства или приборы. Термическая обработка повлияет на то, что часть полезных веществ просто испарится. После того, как растения хорошо просохли, складываем их в баночки и убираем в темное место. Выбирают соцветия средних и крупных размеров. На них должны быть все лепесточки. Если они легко опадают, значит дерево уже отцветает и понемногу начинает терять свои свойства. Не стоит для отваров, настоев и даже для приготовления ванн собирать цветущие плоды у дороги, где часто проезжает транспорт. Выхлопные газы оседают на лепестках, и даже после того, как вы промоете каждый лепесточек, нет гарантии, что вы заварите полезный для вашего здоровья напиток. Поэтому выбирать дерево лучше в глубине. Если нет возможности самостоятельно заниматься сбором, приобрести уже готовые высушенные цветы можно в любой аптеке. Липа отлично комбинируется с другими не менее полезными по своему составу растениями – малиной, ромашкой, медом, мятой, мелиссой, шалфеем и, конечно, чаем. Как заваривать липовый чай? Как уже упоминалось выше, существует множество рецептов. Приготовление зависит от целей. Лечение того или иного заболевания, профилактика, снятие нервного напряжения и так далее. Предлагаем вам несколько несложных, но очень эффективных рецептов. От ангины. Берем 1,5 столовые ложки заварки и заливаем стаканом горячей воды. Накрываем крышкой и ждем 20 минут. Затем процеживаем его. Полученное средство помогает при болях горла, если пить его теплым по 1 чашке на ночь. Также полученный настой можно использовать 3-4 раза в день для полоскания. Как и в предыдущем рецепте, 1,5 столовые ложки сухого цвета заливаем 1 стаканом горячей воды и настаиваем 20 минут под крышкой. Затем процеживаем и добавляем 1 чайную ложку соды. Хорошо перемешав настой, можно использовать его для полоскания горла 3-4 раза в день. Липовый чай с малиной и мятой от насморка. По 1,5 столовые ложки сухого цвета
ягод малины и 1 ложку мяты насыпают в кастрюлю и заливают стаканом воды и доводят до кипения. Затем немного убавляют огонь и кипятят еще 10-15 минут. Отвар, который останется после кипячения, процеживают. Полученное средство можно использовать в качестве напитка. Его рекомендуется пить 5-7 дней. Но также им промывают нос. В дополнение, после промывания можно использовать аптечное лекарство. Такой метод является очень эффективным в борьбе с насморком. Согревающий с липой и имбирем. К половине литра черного чая добавить 2 ложки липовых цветов и оставить на 5 минут. Готовый напиток можно подавать к столу. Также его будет хорошо дополнить малиной или вареньем. Чай с липой и ромашкой от бронхита. В кастрюльку насыпают по 1,5 столовые ложки сухого цвета и заливают стаканом воды. Полученное средство доводят до кипения и затем оставляют на медленном огне на 10 минут. Теплый отвар пьют перед сном. Чай с кукурузными рыльцами от болей в желудке. Для приготовления берут по 2 столовые ложки малиновых листьев липового цвета и 3 столовые ложки кукурузных рыльцев. Ингредиенты смешивают и заливают 2-3 стаканами горячей воды. Нужно дать настояться напитку не менее 30 минут и принимать за 5 минут до еды. С медом от простуды. Это один из самых простых рецептов. В чашку или заварочный чайник кладем 1 столовую ложку сухого сбора, 2 чайные ложки чая и, как обычно, заливаем горячей водой. Напиток нужно накрыть крышкой или тканью и ждем 15 минут. За это время чай настоится и немного остынет. Кладем пару ложек меда и все, настой готов к применению. Готовый напиток, липовый мед, одновременно послужит помощником в борьбе с простудой и позволит насладиться медовым послевкусием. Зеленый чай с липой. В небольшой кастрюльке смешайте 2 столовые ложки чая и 3 ложки липовых соцветий. Залейте пол-литрами кипятка и накройте. Через 15-20 минут снимите с огня. После добавьте мед и хорошенько процедите напиток. Вред и противопоказания. Из противопоказаний необходимо выделить следующее: индивидуальная непереносимость, острая сердечная недостаточность, гипотония. Также прием отвара, настоя, ванн не рекомендуется женщинам, у которых при наступлении климакса возникли проблемы в работе сердечно-сосудистой системы. Говорят, что лекарства вкусным не бывает. Оказывается, бывает. Липа имеет множество лечебных и полезных свойств для женщин и мужчин. При многих заболеваниях липовые цветы могут полноценно заменить медицинские препараты и помочь человеку снова почувствовать себя здоровым. Помните, что во всем важна золотая середина. Это касается и данного напитка. Не злоупотребляйте им, и ваш организм скажет вам большое спасибо. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы! И заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.